Разрушающий 12-бальный шторм для грузовых кораблей. Как корабли переживают сильные штормы? Во время шторма судно подвергается сильному действию ветра и волнения, что требует особых мер по управлению судном. Ветер вызывает дрейф судна, крен и изменение скорости, что зависит от направления и силы ветра, формы и размеров судна, в частности от осадки, крена и дифферента судна, размеров обдуваемой поверхности, положения центров парусности и сопротивления воды. Ветровой дрейф увеличивается с усилением ветра, уменьшением осадки и скорости, увеличением парусности и достигает наибольших значений при курсовых углах ветра 50-60 градусов. Крен появляется при курсовых углах ветра 30-120 градусов, имея наибольшее значение при 60-80 градусов. Особенно опасен шквалистый ветер. При курсовых углах ветра до 110-120 градусов уменьшается скорость ветра. Наибольшее уменьшение скорости бывает при курсовых углах ветра 25-35 градусов. При попутном ветре скорость может значительно увеличиться. На волнении судно подвергается качке, заливанию и забрызгиванию палуб и мостика, сильным динамическим нагрузкам на корпус. При этом снижается скорость, ухудшается управляемость, а в районах с низкой температурой возможно обледенение. Особенно опасным является случай резонансной качки, то есть совпадение периода качки с периодом собственных колебаний судна. Огромные водные стены, которые двигаются очень сильными ветрами, врезаются в корабли, где бы они ни находились. Сильный шторм может ударить даже по самому большому и крепкому судну, чего нельзя избежать на воде. Несмотря на то, что современные грузовые суда предназначены для суровой погоды, ураганы в море – одни из самых опасных штормов в океане, с которыми может столкнуться судно. Самый опасный корабль во время урагана – пустой. Это потому, что вес груза помогает стабилизировать корабль против волн. Балласт обеспечивает небольшой стабилизирующий вес, когда суда идут пустыми, но этого не всегда достаточно. В настоящее время корабли строятся из толстой стали, но если волны большие и мощные, и их удары длятся достаточно долго, удары этих волн все еще могут разнести корабль на части. Чтобы выиграть эту битву с морем, зависит от того, насколько хорошо корабль поддерживается, обученный и опытный экипаж и состояние инженерного дизайна корабля. Контейнеры, загруженные на гигантские суда, перевозящие все от автомобильных шин до смартфонов, опрокидываются с угрожающей скоростью, отправляя грузы на миллионы долларов на дно океана, поскольку необходимость ускорения доставки повышает риск ошибок безопасности. В судоходной отрасли наблюдается самый большой за 7 лет всплеск потерь контейнеров. Более 3000 контейнеров упали в море в прошлом году, и более 1000 упало за борт в 2021 году. Аварии нарушают цепочки поставок для сотен американских розничных продавцов и производителей, таких как Amazon и Tesla. Существует множество причин внезапного увеличения аварийности. Погода становится все более непредсказуемой, а корабли становятся больше, что позволяет штабелировать контейнеры выше, чем когда-либо прежде. Но ситуацию значительно усугубляет всплеск электронной коммерции после того, как потребительский спрос резко вырос во время пандемии, что повысило срочность судоходных линий, чтобы доставлять товары как можно быстрее. После того, как ураганный ветер и большие волны обрушились на 364-метровый Ван Апас в ноябре, в результате чего было потеряно более 1800 контейнеров. На кадрах были запечатлены тысячи стальных ящиков, разбросанных как детали лего на борту, а некоторые из них разорваны в клочья. Инцидент стал самым серьезным с 2013 года, когда MOL Comfort раскололся надвое и затонул со всем своим грузом, состоящим из 4293 контейнеров в Индийском океане.
В январе Maersk Ocean потерял около 750 ящиков во время плавания из Симыни, Китай, в Лос-Анджелес. Месяц спустя 260 контейнеров упали с Maersk Eindhoven, когда он потерял мощность в штормящем море. По мнению экспертов по судоходству, потребность в скорости создает опасные условия, которые могут быстро привести к катастрофе. По их словам, опасность варьируется от стивидоров, неправильно запирающих ящики друг на друга, до капитанов, не уклоняющихся от шторма, чтобы сэкономить топливо и время, поскольку они сталкиваются с давлением фрахтователей. Одно неверное движение может поставить под угрозу груз и экипаж. Ежегодно отгружается 226 миллионов контейнерных ящиков, поэтому потеря тысячи или более единиц может показаться, в общем, каплей в море. Это очень небольшой процент потерь, сказал Джейкоб Дамгард, заместитель директора по предотвращению потерь Британия, на конференции в Сингапуре 23 апреля. Каждое судно должно быть подготовлено к шторму еще до выхода в плавание. Понятие «штормовые условия» зависит от конкретных условий плавания и технических данных судна. Независимо от продолжительности района плавания и ожидаемой погоды, судно всегда должно быть готово к встрече и преодолению шторма. Для этого тщательно проверяют исправность рулевого устройства, осушительной и других систем судна, надежность крепления спасательных шлюпок, якорей, грузовых стрел. Особое внимание уделяется найтовке палубного груза и креплению крышек грузовых люков. Независимо от объема и качества предшествующей подготовки до начала шторма, следует провести дополнительную техническую подготовку к его преодолению, проверить водоотливные средства и льяльные сетки, задраить горловины, люки и двери, выходящие на открытую палубу, закрыть световые люки и иллюминаторы, закрыть чехлами отверстия вентиляционных дефлекторов и развернуть рефлекторы раструбы по ветру. Проверить водонепроницаемые двери, проверить и дополнительно закрепить палубный груз и различные палубные устройства. Проверить исправность действия штормовых портиков, шпигатов и других водосточных отверстий, закрыть якорные клюзы заслонками, забить ветошью или зацементировать. Особенно тщательно проверить надежность и водонепроницаемость трюмных закрытий. Должна быть сделана оценка опасности от ожидаемых штормовых условий для данного судна в данном районе плавания, после чего принимается конкретное решение о курсе и скорости судна. При этом возможны решения: следование через штормовую зону, уклонение от встречи с ней, уход в порт-убежище, постановка на якорь, маневрирование короткими галсами под укрытием берега. Эти решения предварительные, так как обстановка может измениться, но во всех случаях судно должно быть готово к худшему. В общем случае к маневрам по управлению судном при штормовом плавании относятся изменения скорости и курса с целью недопущения резонансной качки и заливания палубы водой. Обычно судно продолжает штормовое плавание до тех пор, пока это возможно, а затем переходит к штормованию, чтобы при улучшении обстановки продолжить плавание. Наиболее распространенными способами штормования являются: против волны и ветра, кормой к волне и ветру, лагом к волне, в дрейфе без хода, на якоре. Выбор способа штормования зависит от комплексной оценки следующих факторов: штормовые условия, навигационные условия плавания, глубины, опасности, размеры, конструктивные и архитектурные особенности судна, мощность главных машин, степень и характер загрузки судна, род груза, соотношение элементов судна и элементов волны, наличие судовых запасов, вероятность обледенения при плавании в районах Арктики и Антарктики.